Друзья, всем привет! Германия начинает готовиться к новой волне украинских беженцев, которые должны в 2025 году с новой интенсивностью приезжать в Германию. Если вам эта тема интересна, друзья, обязательно смотрите это видео до конца, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новости, полезную информацию в сфере законодательства, которая касается украинских беженцев и вообще беженцев в Германии и в странах Европейского Союза. Итак, как мы с вами уже знаем из мировых средств массовой информации, я так называю американские, европейские, о том, что администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила предоставление военной помощи Украине. Об этом уже официально опубликовали все известные СМИ. В Германии после этого начали обсуждать этот шаг американцев и считают некоторые чиновники немецкие, официальные, что вероятно в будущем этот шаг будет иметь серьезные последствия для Украины как в военном плане. Мы военный план обсуждать не будем, потому что это не тема моего канала. А мы будем обсуждать миграцию украинцев в связи с этим шагом, который предприняла администрация президента Трампа. Так вот, после этого шага о приостановлении военной помощи предполагается, что будет огромный поток украинских беженцев целеустремляться в страны Европейского Союза. И, конечно же, куда они поедут в первую очередь? Конечно же, они будут стремиться попасть в Германию. А почему в Германию? Да потому что прошло 3 года, многие украинские беженцы, которые уже находятся именно в Германии, они получают социальное пособие, социальные права, такие же как немцы, коренное население. И Германия единственная страна, которая абсолютно ни в какой мере не урезала и не сократила социальные пособия для украинских беженцев. То есть практически все страны Европейского Союза, которые приняли украинцев, они в той или иной мере, кто-то больше, кто-то меньше, сократил социальные пособия, которые они изначально выплачивали. Германия единственная страна, которая продолжает выплачивать денежные пособия, социальные пособия украинцам в таком же размере, в первоначальном размере, скажем так. И пока только и ведутся разговоры о том, чтобы сократить, но реальных действий нет. Поэтому украинцы это все знают, те, которые живут в Украине и которые планируют выехать в страны Европейского Союза. И как обычные люди, как и другие, скажем так, потенциальные просители убежища из стран Африки и Ближнего Востока, конечно же, Германия будет привлекать украинцев. Но это по этой причине в первую очередь. И во вторую очередь, потому что уже много там, скажем, родственников, много знакомых, друзей переехали в Германию и уже там обжились. И таким образом новым украинцам, которые придут в Германию, будет намного проще интегрироваться в немецкое общество. Немцы это прекрасно понимают. И вот на фоне всех этих событий немецкие СМИ публикуют информацию. Социальные арендодатели ожидают увеличения числа беженцев из Украины и требуют создания доступного жилья. Пока все обсуждают дальнейшую судьбу Украины, о том, что украинские беженцы будут приезжать в страны Европейского Союза, в Германии начали уже говорить о том, что необходимо создавать новое жилье, необходимо создавать условия для приема будущих украинских беженцев, которые приедут в будущем. И это будет будущее в 2025 году. С решением США прекратить военную помощь Украине растет опасность того, что еще больше людей в больших количествах переберутся на север Германии, заявил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний Андреас Брайтнер. Мекленбург, Передняя Померания, в частности, а также Гамбург должны создать больше жизненного пространства для этих людей, сказал он. Только тогда возможна интеграция. Мы видим, как происходит интеграция украинцев за 3 года, которые уже проживают в Германии. То есть по последним статистическим данным, по последним отчетам немецких экспертов, уже 42% украинских трудоспособных беженцев устроились на немецкий рынок труда. То есть с каждым
годом количество украинских беженцев, которые выходят на работу, увеличивается. Ну и скорее всего это еще связано с тем, что вот пошла такая информация, что прекратится временная защита, потому что все прекрасно понимают, что временная защита продлена до марта 2026 года, и после этой даты уже временной защиты не будет. Соответственно, кто не успеет, кто не будет работать, кто будет получать социальные пособия, тем прекратят выплаты и скажут пока. Значит, и такие, то есть бездельники не нужны. Поэтому начали украинцы массово пытаться устроиться на работу. Именно по этой причине. Я так думаю. По данным Министерства внутренних дел, с момента, когда началась война еще 3 года назад, в федеральной земле Мекленбург-Передней Померании было зарегистрировано 36 тысяч украинских беженцев. Из них 26 800 человек по состоянию, значит, на март 2025 года еще находятся в вышеуказанной мной федеральной земле. То есть 10 тысяч куда-то разъехались, но 26 тысяч находятся там. В министерстве также отметили, что процесс размещения украинцев в целом происходит плавно, однако есть напряженная ситуация на рынке жилья, особенно в крупных городах. Почему? Потому что децентрализованное размещение в собственных квартирах в настоящее время становится все более затруднительным. То есть люди не хотят сдавать в аренду украинцам жилье. Ну и соответственно, а те, кто сдает, то цены такие, что джоб-центры просто эти цены не устраивают, и они не утверждают их, соответственно, не готовы оплачивать арендную плату, потому что цена большая за аренду. По словам Брайтнера, строительство доступного жилья сейчас необходимо как никогда. Я предполагаю, что, как и 3 года назад, многие украинцы приедут на север Германии, в том числе и потому, что здесь уже живет много соотечественников, о том, о чем я говорил. Вот почему нам нужен закон об ускорении строительства, который позволит жилищным компаниям возводить жилье быстрее. Мы не должны забывать о социальной инфраструктуре, такой как школы и детские сады. Мы больше не можем рассчитывать на вакантное жилье, которое помогло, он взял в кавычки, нам во время волны беженцев 3 года назад. Он ожидает огромное количество беженцев из Украины, раз надо строить школы и так далее, потому что уже местные школы все переполнены. Я скажу другое, что я уже снимал неоднократно очень много роликов, в которых я рассказывал о том, что в настоящее время практически каждый край, район в Германии, неважно какая-то федеральная земля, переполнен. То есть не только это касается украинцев, это касается и вообще беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Например, в Баварии там масса местных мэров, местных чиновников, руководителей муниципалитетов подают в суды, значит, и просят, чтобы суды ограничили их и от приема беженцев, от расселения. То есть вышестоящее руководство им посылает беженцев, селите куда хотите, а у них просто нет мест. Уже просто нет мест, уже там все стадионы заняты, спортзалы тоже заняты, школы заброшенные заняты, все, просто нет мест. Уже там в парках, где-то на футбольных полях, утрирую, строят палатки, и там уже людей принимают, тех первоначально, кто приезжает, а потом уже расселяют. То есть вообще реально катастрофа с проживанием и с расселением. Также Брайтнер указал и о трудовом аспекте будущих украинских беженцев, которые приедут. Многие украинцы хорошо образованы и, вероятно, смогут легко интегрироваться в наш рынок труда, говорит Андреас Брайтнер. Вот почему мы должны не только устранить все оставшиеся бюрократические препятствия, которые мешают приступить к работе. Кроме того, компании, предлагающие постоянную работу украинцам, должны получать государственное стартовое финансирование для повышения квалификации и языковых курсов. Тут он затронул такую интересную тему, как бюрократическое, препятствие в признании образования. Он так косвенно коснулся. Это огромная проблема, это, можно сказать, вторая проблема, почему украинцы не выходят на рынок немецкого труда. Потому что человек работал врачом,
Значит, и для того, чтобы подтвердить ему свою квалификацию, свое образование, это должно уйти там не только месяцы, там годы уходят, там год, два, три уходят для того, чтобы человек мог подтвердить свое образование врача. И, соответственно, этот человек идет уже, ну, квалифицированный хирург, там, например, я знаю такого, он идет работать там в магазин, раскладывать, ну, его направляют в джоб-центр, он идет в магазин раскладывать там шоколадки в магазине, понимаете? Вот, хотя он мог приносить реальную пользу, неоценимую пользу немецкому обществу. Но он не может, потому что, ну, вот такая система признания медицинского образования в Германии. Ну, иностранного медицинского образования в Германии. Вот так. Вот такая ситуация. Друзья, как вы думаете, будет ли новая волна украинских беженцев в 2025 году в связи с войной, в связи с тем, что вот сейчас происходит на мировой арене? Напишите свое мнение, пожалуйста, в комментариях.